Здорово, танкисты! Всем привет! С вами Серега, с вами Индомит. Сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры Мир танков от Lesta Games. Сегодня у нас на обзоре средний советский танк 10-го левела, проходная прокачиваемая ветка, объект 140, или как многие его называют, лазерган. Да, почему лазерган? Все, чуть дальше разберемся, да. И прежде чем продолжим обзор, конечно же, прожми лайк под этим видео, подпишись на канал, если ты до сих пор это не сделал. Ну, а мы с вами отправляемся смотреть бронирование этой СТшки. Может быть, там есть броня? Погнали. Итак, collision модель нашего объекта 140. Сразу обратим, что у нас интересные гнутые борта. Ну и давайте разбираться с броней. Ага. НЛД 222. Ну блин, нас абсолютно все спокойно десятки, девятки, обычными типами снаряда пробивают, даже некоторые восьмерки. Ослабленная деталь корпуса. Теперь ВЛД 217, 232. То же самое. Пробивают абсолютно спокойно все девятки, десятки на всех типах снаряда. Некоторые восьмерки будут испытывать особые затруднения, такие как ИС-6, Chrysler GFK и подобные. Понятно, корпус в целом слабый. Теперь башня, она у нас сферическая, прям реально круглая-круглая. Ну и смотрим, маска орудия, ага, 370, крепко. Теперь башня, вот в этих пятаках самые ослабленные зоны 296, 280, 278, 270, 260. Ну вот до 300 идет вот такая вот зона овальная, вот здесь. Также и здесь. Все остальное уже 300, 400, там, 1000 и прочее. Верхняя планка 75 мм. Система пишет рикошет, не пробить. Еще выше 45 мм. Вот, тоже рикошет. То есть приведен к хорошей. Есть два люка. Есть вот такой люк. Верхняя тоненькая планочка там 51, ниже уже 277, 400. В этот люк на самом деле лучше не стрелять. В верхнюю попасть тяжело планку, потому что она очень узкая. Вот этот лючок уже хороший, большой, 166, 219, пожалуйста, запоминайте, 140-му стреляем в левый люк. Боковое бронирование у нас 80, вверху 87 приведет гнутый борт. Ну и вот, пожалуйста, танкует. Все хорошо. За счет рикошета мы выезжаем. Так что вот так вот. Ну, он будет показывать вот это вот. Ну, будет дергаться тяжело сюда попасть, а если танкует от борта. Давайте будем честны. Вот. Здесь сложно. Вот такое вот бронирование у нашего объекта 140. Так, с броней разобрались. Она присутствует в башне, так что не надо. В этом танке нет-нет, да есть броня. Теперь переходим к самому интересному по этой машине, лично для меня. Да. Это его орудие 10-го левела, 100-миллиметровка с альфой 320. Вы скажете, фу, нищая альфа. Да, небольшая, пробитие основным неплохое, голдой 330, хорошо. Заряжается пушка 6 почти с половиной секунд. И это на стоке, ребята, на стоке. Вот. ДПМ у нас уже имеет 3000. И это опять на стоке. 0.35 точность. И это тоже на стоке. И 2, ну, грубо говоря, 2 секунды время сведения. Это все на стоке. Это все можно раскачать. Полевая модернизация. Еще не качал. Ну, давайте глядеть. А что у нас? Вот. Так. Так, вот здесь рекомендую прокачать повышение жизнеспособности модулей. Танчик часто БК взрывается, вот, горит, баки, все такое. Рекомендую на нем именно это сделать. Дальше улучшаем точность, плавающий прицел. Вот, здесь максимальная скорость у нас. Антибликовую маскировку фар в 7-м блоке. К обзору. Я на нем и так с просветленкой катаю, лучше поставить подвижность, еще более лучшую, да. В 8-м блоке, так, прочность ходовой, все это круто. Скорости ремонта ходовой плюс 10%. Вот здесь бы, наверное, ничего не качал. Так, здесь берем вторым слотом разведку, потому что я на 140-м всегда люблю сам себе еще и светить. И своим союзникам, вот как раз просветленка в оборудовании присутствует.
Обязательно вентиль и досел. Можно иногда себя баловать на определенных картах. Для определенных задач ставить турбину. Вот. По снарядам основной у нас подкалиберный. Летит, господа, 1535 метров в секунду. Моментально просто попадает в цель. 900 метров в секунду летит голдает кумулятивные снаряды. Так. По снаряжению ремка, аптечка, автоматический огнетушитель. 4 члена экипажа. Перки наблюдайте перед собой в табличке. Итак. У меня есть штраф. У меня экипаж не на 100% переобучен на эту машину. Была бы точность 0.31. Время сведения было бы там 0. Вернее 1.8 с чем-то там, да. Ну вот пушка же заряжается 5.39. А могла бы заряжаться 5.17. Чуть-чуть больше 5 секунд. С катка просто можно большинство танков вообще не отпускать. ДПМ 3.562. А мог бы быть 3.700. 3.700 ДПМ на этой машине. А по количеству ХП 1900. И как для СТшки на 10 уровне это хорошо. Это прям жирное ХП. По мобильности 55 вперед, 20 назад. Почти 16 лошадей на тонну удельная мощность. По незаметности тут тоже все хорошо. Да, все отлично. 35%. По обзору, ребята, 475. А вместе, если бы командир был обучен на 100%, было бы 484 метра. Да, не самый лучший все равно обзор. Не самый сильный, мощный. Но я все-таки хочу порой видеть, нежели быть абсолютно слепым. Вот как-то так. Вообще, конечно, на этой машине многие не катаются просветленкой вообще. Но я для себя лично тяжело представляю средние танки без какого-либо вменяемого обзора. Предлагаю же отправляться в бой. Посмотрим, на что способна эта машина. Погнали. Так, господа, обзор боем. АБ-140, средний советский танк. 10-го левела, проходная прокачиваемая ветка. Лазерган. Невероятно комфортная пушка. Я, честно говоря, порой даже задумываюсь, а на каком танке она мне больше нравится. На объекте 140, либо на Леопарде 1. Просто невероятное орудие. Кайф, кайф, кайф. Кайф от советских танкостроителей. Но, как всегда есть но. У нас нет нормальных УВНов, таких как у Леопарда. Вот разница, да. Но зато у нас есть какая-никакая даже броня. Кто на центр? Один Леопард? Нет, мы тоже тогда на центр. Ну что это такое? Его там сейчас выпушат и все. Блин, хотел поснайперить, ребята, в обзоре по данной машине, а не получится. Не получится. Наши давят тот фланг, красавцы. Фазулечку угостили. Еще угостили фазулечку.
Пробитие мне сделали. Блайнд, ребят, кусты. Опасные кусты, очень опасные. Такой тяжелый бой достаточно, скажу честно. Невероятный скилл просто. Живу тут на центре. Не попал.
замочили и замочили. Интересно, он в ближние кусты отошел или в дальние? Шкода это. М? Ой, плохо выстрелил. Все, ладно, всех убили, ребят. 3900 настреляли, 1150 насветили, 4 там, 5, сколько там? 5100, короче, сойдет. Потный бой, гуся жопа аж вспотела в кресле. Но невероятное орудие. Кайф от танка получаешь, да, УВН слабые. Но пушка компенсирует все. Сравнить с той же самой Т-62, которую там скоро апнут. Вот эти два танка, 140 и Т-62А. Ну, пушка там проигрывает. В любом случае. Она неплохая. Она тоже достаточно точная. Но у 140-го прям нереальный лазерган. Так, заняли мы почетное второе место. 4 фрага. Чуть-чуть нас обогнал на фазе наш союзник. Вот. Ребята, по пятибалльной системе рука так и просится поставить твердую пятерку. Почему? Ну, потому что это же кайф, а не машина. Это просто лютый кайф. Получил, вот, хорошо играть танки и получать удовольствие. Вот играя на 140-м, ты именно получаешь удовольствие. Я вам рекомендую, попробуйте. Выкачайте эту машину, покатайте. Может быть, она вам так же понравится, как и мне. Поэтому ближе к пятерке оценка по пятибалльной системе. Факт. Вот прям не могу. У кого есть в ангаре, пишите свои ощущения по этой машине, какое вы используете оборудование. Вот. Конечно же, ставьте лайк под видео, подписывайтесь на канал. Ну а я с вами прощаюсь. До новых обзоров на моем канале. Всем пока-пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал. Ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.